Военные действия в Украине вынудили миллионы людей покинуть свои дома и спасаться бегством в соседние страны. Евангельские верующие в Молдове с первых дней войны распростерли свои объятия для соседей, принимая чужую боль как свою собственную. Прямо на пропускных пунктах были установлены палатки, где прибывающие из Украины беженцы могли получить горячую пищу, сим-карты, одежду, средства гигиены и многое другое. Людям помогали найти ночлег, помогали с транспортом до границы с Европейским Союзом. По словам одного из официальных представителей правительства Молдовы, в первые дни войны через евангельских верующих проходило около 70% от общего количества беженцев. Людей, а это в основном были женщины и дети, поселяли в церквях, христианских лагерях, кормили, оказывали медицинскую помощь. Многие верующие приняли по 2-3 семьи у себя дома, проявляя заботу о их физических нуждах и оказывая также духовные попечения. Такое масштабное служение было бы невозможным без эффективной помощи наших соотечественников, проживающих за рубежом. Церковь Благодать города Такома, Соединенные Штаты Америки, одной из первых откликнулась на нужду в служении беженцам и буквально через неделю после первого потока прислала финансовую помощь бельским церквам. Их доброму примеру последовали и другие, не безразличные к чужому горю люди в Соединенных Штатах Америки. Обед, завтрак и ужин. Все по расписанию. В 9 часов встаем, кушаем. Все вкусно, все хорошо. Люди добрые, нам все помогают. Никогда никто ничего не сказал плохого. Огромная благодарность за поддержку от церкви. Очень приятно чувствовать, что у нас есть на практике, на деле братья и сестры по всему миру. Мы очень благодарны церкви за то, что нас обеспечили всем необходимым и даже больше. И просьба, конечно, чтобы все закончилось, молиться, и мы поскорее вернулись домой. Кроме помощи в церквях и на дому, верующие смогли организовать общие встречи беженцев в христианском лагере, чтобы порадовать взрослых и детей и хоть немного отвлечь их от страшной реальности разрухи и хаоса, царящих в их стране. Больше всего в лагере радовались дети. Они бегали, общались, занимались спортом, имели общение вокруг библейских историй, знакомились с новыми друзьями. Для взрослых, кроме отдыха и общения, были организованы неформальные духовные встречи, на которых пели христианские псалмы, рассказывали личные свидетельства, знакомились, слушали проповедь Слова Божьего. И взрослых, и детей объединяло общение за обеденным столом. Благодаря помощи наших партнеров из Церкви Благодать, служение украинским беженцам вышло за пределы Молдовы. Узнав о бедственном положении вынужденных переселенцев в самой Украине, верующие Молдовы организовали поездки с гуманитарной помощью у западные і центральні регіони страни. Браті, всі, хто долучається до цієї допомоги, ми дуже вам сердечно благодаримо. Зараз ці всі продукти, які є, ми сортуємо у пакети, складаємо все по одній позиції у пакети і допомагаємо всім переселенцям, які є у нас у селі. Поездка с гуманитарной помощью в Украину оставила очень сильное впечатление. Я ничего подобного раньше не видел. Мы побыли под Киевом, где велись активные боевые действия в Ирпени, Буче. Несмотря на то, что там уже больше месяца нет войны, мы видели ее последствия. Выбитые окна, поврежденные крыши, глубокие воронки, разрушенные здания. Местные жители рассказывают о том, что во время активных боевых действий многие люди спасались в подвалах, голодали, жаждали и молили Бога о помощи. Щоб Бог зупинив це зло і щоб зберіг нашу церкву. І коли ми прийшли сюди, тут було дуже все потрощено, дерева попадали від снарядів, від зривів. Було дуже страшно, я вам скажу. Але коли заходили ми на нашу територію церкви, її взагалі нічого не зацепило, ніде. Навіть ні стеклишко не розбилося.
коли везде прийшли снаряди. Сейчас часть людей уже возвратилась в свои дома, но здесь по-прежнему не хватает продуктов питания и предметов первой необходимости. Меня зовут Яшник Игорь, я пастор Первой Ирпенской церкви евангельских христиан-баптистов, и мы выражаем сердечную благодарность вам за вашу поддержку и помощь в эти трудные для нас времена. А здесь люди особо в Ирпене нуждаются сейчас в продуктах, продовольствии, потому что у них позаканчивались уже все запасы, поэтому благодарим вас за то, что вы откликнулись, за вашу помощь. Церковь Благодать Ирпень, я мама пастора Володя Мельчука. Господь меня также привлек сюда на этот труд, а наиболее благодарны вам за помощь, которую вы оказали. Сюда приходят очень много людей, которые нуждаются в такое скорбное время. Благодарим Господа и вас. Вы слышите, как воют сирены в Первомайске? Да, тревога. К глубокому сожалению, боевые действия в Украине продолжаются с такой же жестокостью, как и первые дни этой бессмысленной войны. Сотни матерей и жен ежедневно получают извещения о погибших. Продолжают гибнуть абсолютно невинные и беззащитные гражданские люди, дети, старики, женщины. И многие из них, спасаясь бегством, по-прежнему ищут пристанища и помощи в соседних странах. А это значит, что верующие должны продолжить служение беженцам с такой же посвященностью, как это было в начале. После этой поездки мне кажется, что я чувствую боль этих людей и мои глубокое желание и дальше послужить им вместе с моими братьями и сестрами из церкви Благодать города Такомы и со всеми, кого Господь побуждает к этому доброму делу. Слово Божие говорит нам: «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». И самое главное, мы все должны, смирившись, просить у Бога милости, чтобы Он умиротворил воинствующие сердца и послал долгожданный мир. Господь сам сказал через пророка Иеремию в 29 главе: «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим».